Мое имя Анна Кураспедиани Раулиевна. Я родилась в Сухуме, где-то до 5 лет там росла, и потом 6 лет в России, в Перми. Это был выбор родителей. На тот период было так лучше для них. Как бы это был не мой выбор, можно сказать. Так сложились обстоятельства. Сейчас уже, конечно же, это мой был выбор быть здесь, расти, жить, школа, университет, я не знаю, все здесь. Сейчас я уже, не знаю, работаю, обитаю в разных сферах, занимаюсь очень разными делами всякими, чтобы жизнь была разнообразной. Ну, в первую очередь, это, наверное, национальная политика нашего города. И все связано, все, что связано с колоритом, все, что связано с многогранностью. Наш город богат на это. Конкретно в моей семье у нас есть обычаи, ну, очень связано с верой, наверное, с христианской верой. Но если говорить что-нибудь прям домашнее, ну, скорее всего, это утренняя трапеза, наверное. Все вместе стараемся принимать завтрак. Вместе, особенно мама любит очень, чтобы это было, все члены семьи были вместе и вместе потрапезничали. Конечно, у всех разная жизнь, разный ритм, но это хочется сделать вместе. Культура грузинского застолья, допустим, очень серьезная тема. Это целая, не знаю, целая наука, начиная с тамады, заканчивая всем остальным, гостями. Очень много традиций, винопития, говорить приятные слова друг другу. И понимание для грузина: вино – это святое, и гость – это от Бога, у нас так принято. И, ну, как бы мы, так сказать, прославились гостеприимной страной, потому что для нас человек, зазывать человека за накрытый стол – это такое, как сказать, приятное событие. Приготовить и зазвать. Именно, чтобы нет такого, что мы долго готовимся к чему-то. То есть мы можем это сделать здесь и сейчас, на экспромтом, импровизационно, но мы, главное, примем гостя, как полагается. Он будет чувствовать, что только для него этот стол накрыт. Вот, так скажем. Вот такие моменты есть эмоциональные. Конечно, все хотят удивиться моей кухней, все смотрят и хотят покушать, ну, у меня дома, в гостях и так далее. Но я сама люблю очень посекунчики уральские наши. Вообще открыла для себя, если не ошибаюсь, пирожки с пестиками, есть такая тема. Очень интересно. Это коми-пермяцкое блюдо, если не ошибаюсь. Потому что, ну, я у них это попробовала, я была удивлена, мне рассказали целую там историю, откуда это идет. Очень вкусная штучка. Вот, так вот. Ну, вот я себя считаю таким уральским грузином, так скажем, потому что я давно уже здесь живу, расту, вросла. Вот. И иногда не замечаю за собой, что я выделяюсь внешне в толпе, но я сама этого не ощущаю, потому что менталитет полностью принят и примерен. Но я всегда в беседе, в сливании с людьми вокруг, когда ты ходишь, гуляешь, да, одна обычно, ты замечаешь на себе, я так понимаю, это, наверное, менталитет пермский, уральский, интерес взглядами. Человек смотрит на тебя, ему интересно, он задает какие-то вопросы. И это умиляет, делает приятность, то есть подчеркивает твою индивидуальность. Вот с этим вот я с такой ощущением живу. Вот. И сама Пермь, она имеет интересную ауру расположения. То есть все знают, что мы разные. И мы все вот такие разные, имеем интерес друг к другу. И вот в этой разности мы, наверное, имеем и целостность одновременно. И каждый это осознает в глубине души. И без этого как-то, мне кажется, не чувствует себя уже сам по себе спокойно. Вот даже университетская жизнь, школа, которую я здесь прошла, везде мы все разные. И от этого и есть и интерес, и вкус такой жизни здесь своеобразный. Ну, вот это мое мнение. В чем для тебя важность сохранения народов, традиций? Важность прежде всего в том, чтобы не забыть, кто ты. Можно, конечно, выбор каждого, можно раствориться, можно остаться сугубо со своими личными интересами. Но то место, в котором мы находимся, чтобы сохранить себя, как раз нужно баланс вот этот вот задержать.
понять, где ты можешь раствориться, чтобы быть на «ты» и чувствовать друг друга человека, и остаться, и оставить что-то свое, что когда тебя спросят, кто ты, откуда ты сможешь на это четко ответить. То есть это нужен, прежде всего, баланс человека, то есть работа над собой. Почему ты решила принять участие в проекте «Однопермь»? Ну, прежде всего, главная причина как раз, что я в этой сфере работаю, и мимо меня это как бы не пройдет, реакция будет с моей стороны в большей или меньшей степени. И меня всегда привлекает разность, меня всегда привлекает себя показать, на других посмотреть, как говорится. Вот моя причина и мой интерес искренний. Мне кажется, у меня это получилось. Есть такое слово «адамиануба». Это слово означает «человечность», если перевести на русский язык. «Адамиани» — это человек. То есть почему мне хочется это слово? Наверное, ассоциация. Это, олицетворяет меня, что ли. Прежде всего, человек в его многогранности, в многогранном проявлении. С одной стороны, целостности, с другой стороны, в разнообразии. Вот, наверное, так. Мечта — понятие растяжимое. Она каждый день, желания, мечты, каждый день они новые. Ее нет одной какой-то, в моем возрасте тем более. То есть, в таком осознанном возрасте, где личность уже сформировалась, определенные этапы пройдены, задать вопрос мне о какой-то одной мечте, наверное, я не смогу на него ответить однозначно. Я скажу, что каждый день мы разные. Сегодня мы вот такие, завтра другие. Жизнь такая разнообразная. И мечты и желания всегда разные. Мне хочется сегодня дарить любовь и чувствовать себя любимой. Наверное, я расскажу историю, связанную с моей семьей, наверное, с моей матерью. Она жила в Грузии, это регион Сванети, горная местность Грузии. Росла, жила и никогда не задумывалась, что где-то там в возрасте 25 лет она приедет с 3 детьми в город Пермь, в Россию, на Урал. И она изучала, открыла для себя, это с ее слов, у них был учитель русского языка, и который говорил о Уральских горах, и о реке Кама. То есть она ее изучала, это был, наверное, 6-7 класс, она узнала, что такое Кама, она узнала, что такое Уральские горы, и ей сказали, что вот такой-то, такой-то регион, это река, большая река, широкая, глубокая, вот эти нюансы. И она об этом задумалась, и в том возрасте, где-то ей было лет 12, 13, 14, я никогда не думала, что она сюда попадет. Такая история интересная. И она ее всегда мне рассказывает, что ты никогда не знаешь сегодня, где ты будешь завтра, или через 10-15 лет. И поэтому все, что в твоей жизни происходит, нужно впитывать в себя, оставить в себе этот след, потому что в будущем это даст тебе какой-то плюс, какое-то интересное движение вперед. И чтобы ты через эту свою память мог найти свою причастность к действительности, так скажем. Вот такая вот история